самый автор отдувается. Ну, я думаю, что можем потихонечку начинать. Я просто пару слов сначала скажу про Гуда, если идти хронологически, да, который эту книжку написал в 1994 году, спустя, получается, сколько? 18 лет или около того, 15 лет после своего поля. То есть он долго ее писал. Сначала он собирал материалы в 70-х годах, потом он сказал, что материалы там лежали 15 лет, он не знал, как их преподнести, как их преподать. И, собственно, в введении к этой книжке он пишет, что он очень рад, что у него было это время, чтобы он просто там подумал, как-то это смог, нашел слова, чтобы это описать. И, собственно, книжка называется «Мир без слов». Да, и вот там одна из концептуальных проблем, которую он поднимает в 4 главе, фрагмент из которой, я думала, мы сегодня можем обсудить, ну или просто в целом эту идею, что насколько мы вообще можем там, как исследователи, аналитики, через язык передать опыт человека или опыт взаимодействия человека с, например, слепоглухого, да, то есть которого там ведущий анализатор вкусовой или тактильный, и как вообще через слова мы можем об этом говорить. И он все время пишет о том, что он, собственно, не имеет никакого права. То есть он пишет, что то, что я передаю и как я это передаю, это репрезентация, она лишь жалкая как бы тень, подобие того опыта взаимодействия, который у меня был с этой девочкой Кристиной и с девочкой Бьянкой. То есть у него там две девушки, но одна девочка, ей, по-моему, я не помню, сколько лет Кристине, там 9. 9, да. Вот. И очень интересно, мне показалось, что Гуд находит как бы способы взаимодействия с Кристиной, вот в той главе, которую мы читали, во 2 главе, кто читал. Вот. В основном это через музыку, через какие-то вибрационные ощущения или через игру со светом, потому что у нее было остаточное зрение в одном из глаз, и, соответственно, они могли какую-то там световую стимуляцию или аудиальную стимуляцию производить. И они оба очень любили, когда играть на музыкальных инструментах, то есть он там приносил гитару, они пели песни, точнее просто как бы ударяли по звукам струн, потом Гуд просто приносил разные музыкальные инструменты и смотрел, как она их использует. И вот одним из его наблюдений было то, что что Кристина использует их как бы более каким-то экспериментальным, импровизационным образом, нежели чем обычные музыканты, там, которые определенным образом бьют в этот треугольник металлический, она его как бы задействовала большим количеством способов, там, языком его лизала, там, била об разные предметы, то есть она обладала гораздо более живым, более широким воображением, что ли, в этом смысле. Вот. И я очень хотела пообсуждать вот эти как раз вот этот вопрос в целом говорения или письма на языке слов, там, грамматики, о тех феноменах, которые как бы до речевых или до языковых феноменов, как пишет Гуд. И как раз Анина книжка, точнее, тот фрагмент, который мы хотели предложить для обсуждения, он начинается с подглавки «Слепоглухие», где, Аня, ты вообще в целом пишешь о том, как у тебя, по-моему, родилась эта идея писать на эту тему, как вы с Ильей выбрали эту тему, и как ты пошла в поле, и потом описываешь опыт своего взаимодействия с Тимошей, вот с этим мальчиком, тоже слепоглухим, если я правильно понимаю, да? Вот, но я хотела, наверное, чтобы ты немного рассказала, может быть, об этом, может быть, в целом об идее книги, вот, или, я понимаю, что это очень как бы широкая тема, но вот просто что-то, что ты бы тоже хотела вынести из обсуждения Гуда и себя, потому что я знаю, что
ты вдохновлялась, в том числе, ну, ты говорила, что там, любишь Будда и вдохновлялась его исследованием, в том числе. Я его прочитала, правда, после того, как все, что я написала, вот, но как бы так вот более широкой аудитории, да, я выдаю это как нечто обратное. Ну, так же, как и в Гофмана я прочитала после того, как написала. А можно я задам Ане вопрос? Может быть, это будет проще, чем начинать, типа, в чем идея книги? Она уже это делала, я думаю, столько раз, что еще раз это будет. Собственно, к тому, о чем Саша сказала в начале, у меня вопрос, потому что если мы пытаемся сопоставлять опыт, который нам, как людям с нормальным телом, как бы вообще сложно себе даже вообразить, представить, и тем более еще пытаемся описывать это словами, то, естественно, там возникают куча проблем. Вот как у вас в книге, где у вас язык начинал как бы давать сбой, где вы сталкивались с проблемой, что вы хотите что-то писать, а язык не позволяет это сделать? Были такие ситуации? Или язык как бы настолько всевластен, что с его помощью можно передать вообще все? Наверное, в отличие от Гуда, я так настойчиво и пристально не пыталась для себя реконструировать и спроецировать на себя опыт людей вот с какими-то особенностями. Он как раз в этой главе, которую мы читали, описывает, как он пытался, значит... Да, уши затыкал. Да, затыкал уши, там, не знаю, какие-то движения копировал, ну и так далее. У меня были такие небольшие упражнения, но они даже скорее естественным путем возникали, и я на самом деле тут не исходила из каких-то подобных методологических установок. То есть, ну вот, например, известный факт, что дети в детском доме раскачиваются, это выглядит как некое очень ненормальное поведение, и так и интерпретируется. И как раз-таки я в какой-то момент там понимала, что если я начинаю так же раскачиваться, то это что-то, что возникает довольно спонтанная ситуация, когда я нервничаю. И тем самым я могла вот, значит, каким-то образом провести параллели между опытом детей, которые пытаются таким образом себя успокоить, ну и тем, что, в общем-то, в моей повседневности тоже встречается, и, в общем-то, уже и оно перестает выглядеть таким аномальным. Вот. Но я как раз-таки для себя в какой-то момент решила, что у меня нет достаточно способов проникнуть в внутренний, так сказать, мир человека с подобными особенностями, с довольно серьезной умственной отсталостью зачастую, и с различными сенсорными проблемами. И, в общем-то, я не занималась реконструкцией их опыта, а те фрагменты, где я пытаюсь это сделать, для меня, в общем, скорее такие художественные попытки, и я вполне это осознаю. В этом смысле тут у нас методология расходится. Ну да. Можно в связи с раскачиванием? У нас был на видео такой очень любопытный кусок, где немецкий волонтер и специалист в области работы это и говорит, что если ты начинаешь повторять какое-то движение, хотя бы и абсолютно бессмысленное с твоей точки зрения, то это может для тебя стать способом установить коммуникацию с этим ребенком. То есть вот кто-то что-то делает, и ты начинаешь раскачиваться вместе с ним. И если до тех пор он никак вообще не реагировал на тебя и не вступал ни в какую коммуникацию, это может оказаться формой завязать контакт. Вот за счет чего? Какой механизм в основе этого лежит? Ну, это такой же механизм, на самом деле, как с ребенком обычно. Очень просто представить какому-нибудь еще ребенок до вербальной стадии произносит какого-нибудь звук, там, бу, и вы там на это там ему тоже говорите. И он смеется или там как-то начинает на вас реагировать. Язык высовывает. То же самое. Да. Имитация, она же практически встроена. Вот это видео, которое показывает ребенка через полчаса после рождения, оно очень известное. Когда отец показывает действительно ребенку язык, ребенок это имитирует, его опыт жизни полчаса. И это контакт, это взаимодействие. Я не соглашусь с вами абсолютно, потому что опыт Мельцова, середины 80-х годов 20 века свидетельствует о том, что статистически появляется больше этого. Но никакой сознательной имитации до 6-й стадии по Пиаже до 18 месяцев быть не может. И это не контакт, это что-то другое. То есть мы можем приписывать этому
То есть наше желание вступить в контакт и в эмоциональную коммуникацию, нам станет хорошо, но ребенку, в общем... Собственно, ровно то, чем обычно матери такие внимательные занимаются, как раз таки приписывают, и там активно сейчас популярно описывают в Фейсбуке, как ребенок там, значит, уже первые дни жизни все скопировал. Читает книжки. разговаривает по-английски. Ну, то есть это как бы процедура, где ребенок производит какие-то хаотичные, статистические, как бы просто случайные действия, а люди, коммуницирующие с ним взрослые, узнают что-то и считают, что там возникла какая-то имитация, отзеркаливание и всякое такое. Окей, может быть. Знаете, можно мне буквально не вопрос, это комментарий. Дело в том, что я... Елена Эдуардовна Насенко-Штейн, да. Да. Дело в том, что я написала рецензию на замечательную книжку, а ее можно прочитать на сайте журнала «Медицинская антропология» и биоэтика, ну, на всю книгу. В частности, Аня вот на что там обращает внимание совершенно справедливо, и это относится и к слепоглухим, я сейчас поясню. Это другая телесность. И дети со слепоглухими приходится контактировать, ну, скажем так, говорится, очень тесно, через тело, через тактильный контакт. И здесь возникает проблема, когда вы помните, да, Саша, мы были в центре реабилитации для незрячих, у нас была беседа с женщиной, которая работает со слепоглухими. И она как раз говорила, что вот, понимаете, ведь надо людям нередко преодолевать брезгливость. При этом она имела в виду людей с сохранным интеллектом, взрослым. А, так сказать, Аня пишет о детях и взрослых, которые находятся не в семьях, а в специальных учреждениях. Вообще другой телесности, так сказать, Ани, и преодолению вот этой другой телесности со стороны. Здесь написано очень много. И вот как преодолевать такую вполне естественную брезгливость, да, человека с, ну, скажем так, условно здоровым телом, да, преодолевать брезгливость, да, по отношению к звукам, запахам, выделениям и так далее, и так далее. Вот это тоже вопрос, потому что, ну, знать вот этот тактиль, это, так сказать, одно, а вот общаться с таким ребенком, это несколько другое. Вот мне кажется, что здесь затронут этот вопрос, а вот как его решить, вот, откровенно говоря, я пока не знаю. Может быть, Аня, вы как-то... Ну, это такой практический, на самом деле, вопрос, который скорее в сторону там исследователя, который проводит включенное наблюдение в подобном поле, не обязательно с детьми или взрослыми с нарушениями, но и с какими-нибудь туземцами, которые там тоже жуют что-нибудь неприятное, у них сопли зеленые текут от этого. Вот. Или к вопросу действительно о том, как социальным работникам различного там, педагогам, кому угодно преодолеть это. Вот, собственно, в организации, где я работала, для этого были некоторые выходы, в том числе довольно жесткие идеологические установки, которые сильно, так сказать, форматировали вот это восприятие волонтеров, позволяли им отстраняться от телесных проявлений. С другой стороны, ну и так или иначе санитарки, которые там работают, тоже как-то преодолевали в конечном итоге свою брезгливость. Ну, в общем-то, это была в части повседневной работы. Вот. Ну, то есть, это, в общем, тут какие-то техники для этого уже существуют. Ну да, но это для специалистов. А вот, конечно, любопытно было бы, если кому-то приходилось общаться со слепоглухими, ну, скажем так, вне поля. Вот это было бы интересно. Ну, они, собственно, тут, в общем-то, у людей слепоглухих не обязательно должны присутствовать какие-то такие
неприятные телесные, не знаю, выделения и прочее. Там действительно, там особенность общения стоит в том, что оно подразумевает тактильный контакт, это может быть там кому-то неприятно. Да, кому-то может быть это неприятно. Не все готовы взять незнакомого человека за руку, там, выстукивать текст. У Гуда просто есть там хорошее место, где он описывает, как он Кристину, я уже не помню, он делает определенное упражнение с ней и доводит ее до экстаза. То есть он, по-моему, даже это термин, то есть до пика радости, удовольствия, восторга. Да, и что она описывается и уходит под себя, именно как бы достигнув определенного уровня, как бы, не знаю, счастья, каким-то таким образом это можно описать. Это к тому, что вопрос о брезгливости – это всегда более широкий вопрос. Это в том числе вопрос о понимании того, что происходит как бы с этим человеком в этот момент. И это как бы в целом, я думаю, его следует рассматривать всегда в рамках того, что Гуд тоже называет… У Ани, по-моему, тоже этот термин есть. Или она говорит о том же самом, не используя этот термин, но очень близко. Телесной коммуникации. И эта телесная коммуникация, очень сильно отличается от того, что мы привыкли делать с помощью слов. Как только слова исчезают, мы тут же понимаем, насколько наши тела были связаны со словами до этого, и насколько мы оказываемся беспомощны в коммуникации, когда мы не можем использовать слова. Или должны использовать их иначе. То есть не с точки зрения содержания, а с точки зрения звуков, которые мы произносим, интонации. И тогда мы начинаем как бы барахтаться вот в этой воде, поскольку, мы, я имею в виду люди, которые никогда с этим не сталкивались, поскольку мы не понимаем, как вообще организовать коммуникацию, где сигналы или там значения, смыслы передаются с помощью прикосновения, а не с помощью звуков. И мне кажется, что это как раз самый интересный вопрос в этих двух текстах, потому что это как бы штука, которая, в отличие от как бы тысячелетнего опыта человечества использования слов, до сих пор еще не очень как бы продумано. Или потому что мы привыкли полагаться на слова, именно поэтому не очень понятно, как такую телесную коммуникацию организовывать. Поэтому я бы эти тексты рассматривал в первую очередь вот с этой точки зрения. И здесь, конечно, опыт людей, которые с этим сталкиваются, в первую очередь должен во главе угла. Можно одно замечание вот про соотношение двух этих книг. Там есть один аспект, который очень важен, насколько я понимаю, был для Ани, что там есть такая история в ее книге от того, как она приходит к волонтерам и противопоставляет идеологию волонтеров, и то, как волонтеры понимают детей, противопоставляет эту идеологию всем работникам интерната. И в какой-то момент она приходит к пониманию того, что точка зрения, собственно, санитарок, она, в общем, там другая идеология, но она идеологией в кавычках меньше пронизана, чем то, с чем приходят туда волонтеры, и в каком-то смысле они ближе, так сказать, к работе на земле и начинают понимать логику. Вот у Гуда с самого начала заявляется о том, что там есть две точки зрения. Одна точка зрения медицинского персонала, которая абсолютно не соответствует ничему. Они думают в терминах диагнозов, они с детьми не общаются. И люди, которые непосредственно работают с подопечными, они на идеи Гуда относительно того, чтобы покачаться, поиграть на инструментах, поставить какие-то эксперименты и сказать, что дети на самом деле умные, вот эти непосредственно работающие с ними, они реагируют совершенно благожелательно, и как бы для них в этом нет ничего странного, для них это нормально. Вот любопытно, что то, к чему Аня приходит через длинный путь, там уже, там, наверное, волонтеров нет, просто это другой контекст, другая, но то, что в рамках вот этого института, который работает с такими подопечными, там уже представлены две точки зрения. Одна та, которая вот официальная, а другая, которая от жизненной практики. Это уже очень любопытно, это то, к чему они приходят во второй половине. Мне еще довольно любопытно то, что как раз я честно сказала о том, что к каким-то описаниям
я пришла из тех, что отражены в этой главе про слепоглухих, не читая Будда. Вот. И для меня было совершенно удивительным, что параллели были очень, очень конкретными. В частности, вот эта идея о том, что, о которой Гуд пишет, ну, кажется, не в этой главе, но в любом случае, там этот пример, мне кажется, не приводит не в этой главе, о том, что перспективу такого ребенка, который, в общем-то, не может постичь наши социальные конвенции, не имея языка, довольно сложно себе представить, совместить ее вот с нашей, и они тут, ну, в общем, довольно сильно отличаются. И как, например, объяснить такому ребенку, зачем, значит, в нашем мире нормальных людей, социализированных в определенной культуре, зачем есть там ножом и вилкой? Для него, в общем-то, это абсолютно ненужный и непрозрачный непрозрачное действие, при том, что мы можем его механически научить это делать, но объяснить, зачем люди в культуре едят ножом и вилкой, в общем-то, совершенно невозможно. И на самом деле волонтер, который работает, ну или там, не знаю, педагог, который работает со слепоглухим ребенком, начинает это ощущать на себе, с таким слепоглухим, с которым действительно нет символического языка, вот, и не типа там Хелен Келлер. И этот ребенок пытается есть руками, в общем-то, это наиболее удобное, интуитивно понятное для него действие. Вот, потому что, в общем-то, есть ножом, вилкой, ложкой и так далее, это уже некоторые культурные извращения. Да. Тем более, что многие вообще едят руками в каких-то культурах, это нормально. При этом, значит, общество требует определенной социализации, и нужно его как-то научить. И, в общем-то, даже если педагог не ставит цели вот такой методологический, совместить вот эти две, значит, перспективы и прочие, и других теоретических задач, да, то он сталкивается с практической задачей того, как, значит, показать, что, значит, не надо есть руками, вот, а нужно использовать ложку. И это, в общем, довольно сложно, потому что сопротивление такого ребенка весьма велико, потому что это совершенно неудобно. Я помню, да, этот момент, где ты описываешь, что ты помогаешь, Тимош, как бы закрываешь его телом, чтобы его там не третировали его воспитатели, которые, ты создаешь ему пространство, в котором он мог бы там поиграть с едой, понять сначала, что это потом. А можно вопрос? Вот у Будда начала 70-х годов, там описывается, что электрошоком как бы это воспитывали. Да? То есть, чтобы руки в тарелку не совал, значит, собак охотничьих пород воспитывают. Знаете, нажимаешь на кнопочку, хабах током и сигнал. Дальше, поэтому Гуд и видел, что он приходит, а там ребенок, одна из рук над головой. А как получилось? Так током шибали, а она теперь эту руку наверху держит. Вот. Что-то, то есть вот что-то, что на первый взгляд могло бы ассоциироваться с дрессировкой вот такими, может быть, не там, понятно, без электричества, скорее всего, обходились, но какие-то вот такие вот вещи, кроме привязывания или чего-то, вот в научении таким сугубо символическим вещам. В случае персонала этого, конечно, не происходит, потому что это проще покормить самому, и просто такой ребенок не будет есть сам, а будет накормлен другими. Но в случае представителей другого сообщества, в общем, на самом деле такая тоже мягкая дрессура, когда ребенку в ложку вкладывают в руку и долго-долго последовательно каждый день с ним, значит, как бы кормит его рука в руке, чтобы он затем мог этому научиться. Но символические аспекты тут, символическое обучение тут, точнее, обучение символическим моментам возникает в связи немного с другими задачами, а именно для того, чтобы обозначить какую-то последовательность действий и сделать более предсказуемым эту последовательность, и, например, там, чтобы сообщить ребенку, что сейчас, не
знаю, как раз-таки будут есть, будет обед или будут чистить зубы, то, значит, можно дать пощупать этот предмет. Это то, что волонтеры, собственно, делали на практике. Вот. Но что касается научения еды, то, в общем-то, еде это тоже какая-то чистая дрессировка, если так смотреть. Вот это, кстати, В случае слепоглухих, по крайней мере, в случае детей, с которыми, или в случае детей с довольно тяжелой умственной отсталостью, с которыми тоже затруднена вербальная коммуникация. Вот про становление коммуникативных средств. Там у Гуда есть упоминание о том, что вот эта предсказуемость в рамках сценария, что когда куда-то будет, что он готовится к еде и так далее. Это было операционализировано в советской тифлосурдопедагогике в 60-е годы, собственно, в Загорском детском доме, когда при формировании первой элементарной коммуникативной системы жест, значением которого было действие, представлял собой начало этого действия или какой-то компонент начала этого действия. То есть как бы первые коммуникативные средства делались в контексте, когда, скажем, надеваем носок, но надеваем носок не до конца, и дальше сам он должен его надеть. И в этом смысле надевание носка до середины стопы оказывается не только практическим действием надевания носка, но и средством сообщить, а что будет там дальше. Да? Значит, в какой-то момент мы можем вместо того, чтобы надевать этот носок, просто проводить рукой соответствующим образом, так, как всегда проводим, когда носок надевается. И таким образом мы постепенно отщепляем от практического действия какой-то аспект, который становится потом сугубо коммуникативным действием, уже не соотносящимся. То есть вот это не доведено до, так сказать, методики, вот, и, возможно... Отстали американцы. Американцы, на самом деле, во многих отношениях действительно отстали от советской сурдопедагогики. Вот. Но интересно, что он как раз рассуждает о том, что вот хорошо бы найти какие-то средства коммуникации, но не вербальные. И вот у него вообще-то были возможности для того, чтобы построить такое взаимодействие. Вот там победоносное шествие советской сурдопедагогики оканчивалось вот этим жестом двух протянутых вперед ладоней, которые равно, да, значило, что вот этот вот жест практический, который связан с практическим действием, он соответствует продактилированному в руку редуцированному слову. Да? И с того момента, когда человек осваивал это дело, для него открывался естественный язык. Вот. Но у Гуда вот это вот рубелла, там сложнее было. Вполне возможно, что у них бы языка и не возникло. Но на уровне вот этих вот привязанных к практике жестов теоретически можно было создать такую коммуникативную систему. И они спонтанно возникают. То есть вот у Маши же в книжке тоже про это есть. Я, кстати, вот сейчас перечитывала, меня тоже удивило, что он подобное, не пытается внедрить подобные способы коммуникации, сосредотачивается именно на телесной коммуникации. А можно небольшой вопрос теоретический тебе? То есть, как бы, можно ли сказать, что вот это в коммуникации первоначальная знаковая функция возникает в последовательности действий? То есть, когда мы одно действие соотносим с другим, как там у Ани, по-моему, в книжке есть с зубной щеткой, да? Зубная щетка как знак того, что мы сейчас будем совершать определенную процедуру, ну или там с едой или чем-то таким. И это прямая отсылка просто к простой последовательности сменяющих друг друга действий. И знак возникает именно там. Или у знаковых функций какие-то другие истории. Нет, совершенно точно. Для начала, но тут методика Загорского дома предполагает, что прежде чем начинать коммуникацию, нужно человека очеловечить. То есть они исходят из... А человек – это знак. Нет, это по пирсу человек это знак. Человек это, в этой трактовке это чистый лист, упрощенно говоря. Значит, он не умеет ничего делать, кроме как сидеть и раскачиваться.
Ну, если он особенно из семьи, где за него все делают. Значит, для начала нужно сделать так, чтобы он проявил собственную активность. Потому что если он не проявляет собственной активности, это растение, которое бесполезно вообще что-то делать. Значит, когда его активность побуждают, там, скажем, опрокидывая в рот ему не всю ложку, а засовывая в рот ложку, значит, дальше он должен зацепить губой. Если он не зацепляет, он остается без еды, значит, есть он хочет. Значит, он проявляет все больше и больше активности и берет на себя все больше и больше чего-то. Значит, дальше его вся деятельность очень четко структурирована в отношении последовательности, в отношении времени. Создается предсказуемый хронотоп, когда он начинает ожидать чего-то. И он знает, что вот сегодня, каждый день после того, как мы проснулись, почистили зубы, условно говоря, будем убирать кровать. А после этого будет что-то еще. Иначе невозможно. То есть это уже некая предсказуемость тут есть. И эти невербальные образы того, что нас ожидает, и того, что уже было, становятся опорой для того, чтобы, например, их разыгрывать. То есть, когда человек знает, что там будет на занятии, у него есть там какой-то кусочек. Эти сцены описывались, когда наблюдатель видит, что ребенок разыгрывает то, что будет еще через какое-то время. Вот. И уже когда возникает эта предсказуемость временная и как бы хронотоп структурирован расписанием, тогда можно вводить первые коммуникативные средства. Но это объясняет, почему Гуда, то есть он идет совсем другим путем, и он не хочет от телесной коммуникации перейти к какой-то другой, условно нормальной, да, коммуникации с помощью знаков, просто немножко другой природы, то есть не лингвистических знаков, а каких-то других. Но в принципе они же делают в соответствии с заветами Выгодского то, что должно происходить с нормальным человеком. Формирование понятийного мышления. Это как бы делает человека человеком. Только это понятийное мышление просто не с помощью слов, а с помощью жестов реализуется или еще каким-то вот этот знак. А потом при первой возможности переносится на словесную основу. Да, а потом на этой основе уже можно формировать и слова, если там есть физиологические основания для этого. Но вот у Гуда это совсем не нужно, он же как раз наоборот. Он хочет показать, что телесная коммуникация, она самостоятельная. Она не может быть просто основой или не должна быть просто основой, на которой мы должны пытаться что-то построить. Потому что иначе мы тогда как бы вот эту словесную коммуникацию берем в качестве образца и пытаемся к нему максимально близко подвести этого ребенка. А нужно увидеть какую-то присущую ему коммуникативные навыки, которые функционируют только через тело. За этим есть некоторый резон, потому что наша коммуникация с младенцами на дословесной стадии, то есть до 8-9 месяцев возраста, она вполне продуктивна. Мы улыбаемся, он улыбается нам в ответ. Мы показываем язык, он показывает нам язык в ответ. Мы смеемся, и все получаем удовлетворение эстетическое, эмоциональное. Это вполне такая эта коммуникация не включает в себя предметов окружающего мира и сообщений какой бы то ни было информации об этих предметах. В этой коммуникации участвуют ребенок и я, лицом к лицу. Да? Для чего-то еще тут нет места. Но это уже вполне такая приносящая удовлетворение вещь. Так что вполне возможно, что действительно этот эмоциональный компонент, а не сообщение информации о чем-то, он для него важнее всего. Но эмоция тоже может сообщать определенную информацию. Собственно, одна из теорий эмоций – это то, что просто другой альтернативный способ извлечения и сообщения информации о мире. На самом деле, во второй части, которая Бьянке посвящена, которая как раз девочка, которая жила дома, он описывает вот эти жесты, которые уже возникли в спонтанной коммуникации девочки и ее родителей. И там, в частности, не знаю, какой-то жест, который был им неверно интерпретирован или вообще не интерпретирован, мать ему говорит, это значит, что она хочет пить или хочет пить что-то определенное, я не помню точно. И он как раз говорит о том, как эти жесты могли в такой коммуникации сложиться и возникнуть, и что здесь как раз-таки интерпретация, за счет во многом интерпретации на конце матери определенных жестов, которым она приписывала какое-то значение, и дальше они уже конвенционализировались.
У вас в книжке там есть классный момент про людей, которые живут вместе в палате и помогают друг другу, и интерпретируют для посторонних, как бы, что хочет сказать тот человек. Ну да, это тоже как бы выработка определенно основана на привычке, определенного понимания того, что эти жесты значат. Причем то, что они хотят сказать, на самом деле, то, что они переводят, совершенно не значит полное совпадение с тем, что эти люди хотят сказать. А где-то возникает зазор? Там возникает зазор. На самом деле этот перевод точно так же основан на, собственно, знании о контексте. Поэтому человек, который переводит, он предполагает, что тот может хотеть рассказать, потому что он включен в те же самые события и хорошо знает повседневность вот этого второго. Поэтому он, в общем-то, рассказывает отчасти, опираясь на контекст, он может точно так же до конца не понимать, что он на самом деле произносит. И, в общем-то, обычно это устроено так еще, что это человек, у которого затруднена речь, это человек с церебральным параличом. Зачастую там есть сохранный интеллект. А переводят его люди как раз-таки с умственной отсталостью. Вот. И в этом смысле здесь как бы тоже возникает некоторый зазор. Ну, потому что у них, если это умственная отсталость, вызванная какими-то другими, без нарушения речи, да, без нарушений функции речевого аппарата, то тут как раз тоже зазор возникает. Тут, мне кажется, вообще интересно подумать об этом в более широком ключе, того, что мы вначале немного на эту тему тоже говорили, как вообще в любом разговоре, в нормальном разговоре, там, в типичном разговоре большую работу выполняет собеседник по достраиванию или там сопроизводству высказываний, да, и то же самое там, в общении с людьми с проблемами речи, это просто становится более заметным, более выпуклым, да, вот это как раз такая интерсубъективная штука, что второй человек всегда, там, собеседник человека с проблемами речи должен приложить много усилий, чтобы достроить или там дать какие-то варианты, из которых человек может выбрать. То есть это всегда как бы совместная работа по производству высказывания. Вот. И я еще хотела сказать по поводу доязыкового взаимодействия тоже, что получается, я просто, такая мысль как бы на поверхности головы, что там, количественные методы или там, методы интервью, то есть традиционные методы социологии, основанные на работе со словом и с выуживанием информации через то, что человек говорит, они как бы тут вообще не работают, да, и тут как раз, что важно, это то, что ты с человеком много времени проводишь, ты обязательно с ним вступаешь в какого-то рода взаимодействие на любой базе основанной, там, пусть это будет музыка, пусть это будет там, кормление, чистка зубов, то есть это обязательно какое-то долгое совместное времяпрепровождение, которое дает доступ к миру человека, который не использует слова. И я еще хотела, я не знаю, Коля, ты вообще... Можно небольшой готовый комментарий? На самом деле, если вот вы окажетесь в семье, где есть ребенок аутист невербальный, то вам покажется, что его, значит, у вас первое ощущение будет, что совершенно непонятно, чего он хочет, его действия абсолютно хаотичные и прочее. Вот. Но тут же, на самом деле, вам и вот, значит, можете стоять вот так вот, видя перед собой какого-то, значит, зверька, который бегает туда-сюда, хватает и прочее, кричит почему-то. Но его мама будет практически в каждый момент комментировать, что это он хочет вот этого, это он хочет вот это, ну и так далее. И в этом смысле тут на самом деле непонятно, она ли ему это приписывает, или это она действительно настолько хорошо изучила. Ну и это на самом деле обоюдный процесс. То есть она, с одной стороны, действительно очень хорошо изучила уже, постоянно находясь вместе с ним, его какие-то
скажем так, проявления, которыми он пытается указать на то, чего он хочет, вот, и телесные тоже, на самом деле, во многом, вот, потому что там тоже символическая коммуникация в случае тяжелого аутизма может не появиться. Это, кстати, очень, абсолютно аналогичная ситуация вот тому, что описывает Гуд. Вот, или же она там может приписывать, тем самым нормализуя, на самом деле, его, и давая понять всем окружающим, что здесь как бы, что он вполне, значит, осмысленно что-то проявляет. И, ей на самом деле тоже нужно создавать какую-то интерсубъектность с этим ребенком, и в этом смысле она не может этим не заниматься. Но тут поражает разница между вот новичком, который приходит, не включенным человеком, который приходит вот в такую семью и видит этого ребенка одним образом, и маму, которая, собственно, вот состоит в постоянной, как бы она включает его в эту коммуникацию. Здесь же другая проблема, потому что вот все исследования показали, что когда детям на аутизме просто это очень заметно, дали альтернативную коммуникацию, количество детей, которых считали умственно отсталыми, оно снизилось очень сильно, вот, потому что у них появилась эта возможность. Но в прикладном значении в России же АДК практически не используется. То есть до сих пор на уровне официальной там, логопедии, дефектологии это не применяется. То есть там центры речи, они не умеют это использовать. И родители до сих пор считают, что альтернативная коммуникация замедляет речь, она мешает. И в этом смысле огромное количество детей лишаются этой возможности. Ну и не только детей, просто на детях это очень понятно. Тут не только в этом проблема. Есть, на самом деле, множество родителей, которые уже понимают, что альтернативная коммуникация, в общем-то, тоже упростила бы им жизнь, потому что они в какой-то момент понимают, что они перестают там понимать своего ребенка. Но в том, как устроена их повседневность вот, жизни с ребенком, зачастую невозможно просто внедрить эти средства. Это потребует гораздо больших усилий практических, чем если бы она, в общем-то, пыталась интерпретировать его как раз эту телесную коммуникацию уже привычным ей способом. Это как бы постоянный сбой, который происходит при попытке внедрить альтернативную коммуникацию в семьях. То, что рутина уже устоявшаяся, они, получается, разбиваются при помощи альтернативной коммуникации, и это сложно, это очень сложно. То есть это гораздо сложнее во многом, чем... То есть дать ребенку язык символический, да, во многом оказывается гораздо сложнее, чем следовать вот уже. Потому что это значит, что надо тоже заговорить на этом языке. Нужно постоянно внедрять его в повседневной жизни. А повседневность устроена так, что нужно готовить еду, там, не знаю, гладить белье, еще как бы смотреть, чтобы он в окно не выпал. И в этом смысле как бы проще это организовать вот таким образом, примерно как Гуд. Ну, это очень интересно было бы поисследовать именно какие причины, почему отказываются. Ну, то есть я тоже вижу в своей работе практически все время есть сопротивление, и связано с тем, со страхом, что не заговорит, и связанное со страхом каких-то усилий выполнять. Это как, не знаю, это как мне надо изучить сейчас китайский язык. Мне, как матери, чтобы говорить с ним на китайском. Вот. И куда у меня стирка, выпадение из окна, а мне еще китайский язык, правильно? Ну, как-то не очень. И поэтому вот это интересно, чтобы понять, как поддерживать семью, чтобы дать ей все-таки эту альтернативную коммуникацию всей семье, чтобы преодолеть эти... Не просто говорить, а вот там вот есть исследование такое, есть такое, что там, не знаю, речь не задерживается, а только, может быть, стимулируется речь вербальная. Да, вот это, наверное... без институциональной поддержки это сделать невозможно, потому что весь мир продвинулся именно за счет того, что все сервисы помогающие, образовательные, это акцептировали, еще не использовали весь, и помогали. Не весь. In general, то есть там, где эта динамика действительно есть, вот, поэтому то есть, профессиональное сообщество очень сильно помогло сдвинуть. Конечно. Там, начиная, не знаю, от людей с инсультом, когда, собственно, уже в отделении интенсивной терапии придет человек с планшетом и вернет человеку, насколько это возможно, функцию коммуникации. Конечно. Хорошо, еще какие-то будут комментарии у кого-то по Гуду, по книге Ани? Коля, может быть, есть что сказать? Закончить доклад. Можно, пожалуйста, закончить? Вот. Мне довольно любопытно показалось. Представьтесь просто. Да, Маргарита Чуркова, я выпускница факультета антропологии. Мне показалось довольно любопытным, что в этой коммуникации Дэвида Гуда с Кристиной там, видимо, ожидалось не только
то, о чем мы сейчас говорим, да, какая-то осмысленная коммуникация, которая подразумевает закрепление определенных действий в соответствии с определенными знаками, да, но я увидела в тексте Дэвида, что он пытался какую-то эмпатию еще найти в Кристине. Там, например, описание, как он, с одной стороны, пытается удовлетворить ее запрос там, да, на поднимание ее тела, которое доставляет ей удовольствие. Но, с другой стороны, он пишет, что я это делал до тех пор, пока мои руки не уставали, и я как бы, вот, с усилием там, последние разы ее поднимал, давая ей понять, что мне это доставляет сложность. И в конце главы он там приходит к выводу, что в принципе Кристине удавалось организовать вокруг себя быть таким образом, что она стремилась удовлетворить свои какие-то потребности, да, в то время как там, да, исследователь или сотрудники госпиталя, да, пытались как-то понять, каким образом наладить ее самоощущение, да, быт, я не знаю, коммуникацию, да. В то же время вот в этой ситуации, в том виде, в каком происходило взаимодействие, да, не удалось сделать так, чтобы она могла включить кого-то, видимо, в свой эмоциональный мир, да, и как-то, начать сопереживать. И в этом смысле, мне кажется, здесь история не только, понятно, что, наверное, нам это проще как-то через вербальные конструкты ощутить, но, возможно, это тоже какой-то способ мировосприятия, да, эмпатии, но в данном случае недоступный оказавшейся Кристине. Там есть любопытное замечание, что она чувствовала, когда он, то есть на телесном уровне, как будто об этом пишет, она чувствовала, когда у него руки уставали. Не знаю, на самом деле здесь может иметь место и такая интерпретация, но может иметь место и некоторое приписывание со стороны Будды. Вот да, интересно, как это на самом деле. То есть, насколько она может быть, да, понятно, что каждый случай, он отдельный и очевидно, я думаю, что здесь как раз-таки, я не знаю насчет того, насколько она там ощущала какую-то усталость, напряжение его мышц, как он это описывает, но, скорее всего, действительно, поскольку это регулярно была повторяемая практика, то, что он ее поднимал, опускал, и, возможно, она длилась примерно одинаковое время, потому что он уставал через одинаковое время, и еще она начинала постепенно ощущать, и это тоже о предсказуемости, на самом деле, о том, что он там и поднимает все ниже, и прочее. За счет этого она понимала, что, а вот сейчас будет конец, и поэтому там уже не возражала и не просила еще. Вот, как-то так это могло быть устроено, как мне кажется. В общем, это на самом деле тоже связано с созданием ожиданий и предсказуемости. Вот она уже научилась из-за повторяемости предсказывать, что вот оно будет устроено так, это взаимодействие. А вот этот вот момент, связанный с тем, что в конце концов буду говорить, что ей удавалось немножко даже вертеть им, да, когда она поняла, что он способен с ней как-то более тесно взаимодействовать. Она действительно использовала для получения различных ощущений удовольствия и прочее. И он, в общем-то, описывает, что у него была такая позиция, что он себе такой избрал пассивную позицию в коммуникации с ней, в отличие, если я понимаю, от персонала, который, в общем-то, пытался, занимал как раз обратную позицию. Вот. И в этом смысле, тем самым он пытался как бы выявить ее собственные интенции, значит, и ее собственную, значит, активность, когда она не ограничена и не обусловлена действиями других. Хотела что-то сказать? Ладно, хорошо, тогда я думаю, что можем прерваться на обед. У нас целый час обеда есть. Можем отдохнуть немного, пойти. Тут много кафе рядом с ФОМом, да? И через час мы встречаемся. У нас сначала Елена Эдуардовна, все-таки, наверное, сначала ваш доклад мы попросим, если это нормально. Елены Эдуардовны, а потом Елены Ярской. То есть у нас что про меня сказали? Что у вас доклад после обеда, после Елены Эдуардовны. Спасибо большое. А как? Все-таки вы обсуждали? Вы сначала. Да, вы сначала. Ага. То есть можно пойти отдохнуть.